Я приветствую всех любителей вязания на моем канале, и в этом выпуске мы с вами научимся вязать по петелькам, по рядочкам очень красивый орнамент, которым вы сможете украсить ваш джемпер, свитер. Можно расположить его по переду, по спинке будет очень интересно выглядеть. Итак, давайте покажу вам подробно его, как связать. Конечно же, естественный вопрос у многих вязальщиц, какие это нитки, да, какие вы использовали нитки. Давайте я расскажу поподробнее. Значит, это мохер на шелке Drops Kid Silk. Ну, здесь классическая идет толщина 25 грамм, 200 метров даже. Вот они, 25 грамм, 200 метров. Да? И в сочетании к мохеру я взяла сегодня слонимскую пряжу. Причем слонимская пряжа у меня размотана, смотрите, на 2 моточка. Изначально она была вот такая вот, в 4 ниточки. Разматывается очень легко. Здесь нет тугого скручивания, нитки просто рассоединяются. При желании можно сделать еще более тонкую, изысканную нить, в одну нить размотать. Да? Хорошо. Я приобретала эти ниточки в магазине niti.by. Значит, если меня кто-то смотрит в Беларуси, то у них есть филиалы в крупных городах. Я оставлю в описании поподробнее об этом магазине и ссылку на этот магазин. И что самое важное, что в этом магазине вы сможете в одном месте подобрать тон в тон слонимскую к мохеру. Потому что наши гаджеты и экраны порой передают цветовую палитру иначе, по-разному. И не всегда можно угадать с цветом. А что мне нравится в слонимской пряже, то что она очень богатая палитра, и к любому оттенку вы подберете. Вот девочки в магазине вам в одном месте подберут чудесное сочетание. Так, ну вот что касается по пряже. В нашем рапорте 12 рядов, и по идее рисунок состоит из 21 петли. Но я набираю 5 петель по правую и по левую сторону, 5 лицевых петель, чтобы увидеть, как этот рисунок выглядит в лицевой глади. Потому что мое изделие, в моем будущем изделии, которое мы тоже с вами будем вязать вместе, будет мастер-класс, этот рисунок вписывается в лицевую гладь. Поэтому набираем 31 петлю, провязываем несколько рядочков лицевыми петлями. Да, вот здесь я уже экспериментировала. Провяжите несколько рядов лицевыми петлями и начнем вязать. Остановитесь в лицевом ряду. Так. Начинаем вязать первый ряд. Нечетные ряды – это лицевые ряды. Четные – это изнаночные. Первые 5 петель по рисунку у нас лицевые, включая кромочную петлю. Значит, мы ее снимаем. Далее 4 петли останется провязать лицевыми. 3, 4. Так, провязаны 4 лицевых петли и 1 кромочная. Далее, вот этот значок обозначает 2 петли нужно провязать вместе. Мы их будем вязать с наклоном вправо. То есть я захожу со стороны второй петли. И вот смотрите, петля, что была слева, лежит поверх петли, которая была справа. Получился наклон вправо. Далее у нас идет лицевая, накид, лицевая, накид. Вяжем лицевая, накид, лицевая, накид. Далее 1, 2, 3, 4, 5 петель лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. Следующий значок обозначает, нам нужно провязать 3 петли вместе. Я немножко разверну наши петельки в другую сторону. Вот так вот, чтобы они смотрели все. И наклоню их влево. Вот так вот. Провязали 3 петли вместе. А дальше зеркальное отображение рисуночка. 5 лицевых снова. 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. Далее накид, лицевая, накид, лицевая. Накид, лицевая, накид, лицевая.
Так, и завершаем 2 петли вместе, наклон делаем теперь влево. Для этого тоже чуть развернем петли. Вот. Петелька, что справа, лежит поверх петли, которая была слева. Довязываем конец ряда. 1, 2, 3, 4 и кромочная петля. Хорошо. Вот наш первый ряд. Поворачиваем изделие. Раз у нас ряды поворотные, то петли во втором ряду будут изнаночные. И во всех четных рядах вяжите петли изнаночными. Давайте начнем вместе. Вот так вот. Давайте провяжем третий ряд. Первые 5 петель. Так, лицевые. 2, 3, 4, 5. Вот, 1 кромочная и 4 лицевых. Далее 2 петли вяжем вместе, наклон вправо. Хорошо. Дальше 2 лицевых, 2 лицевых, накид, лицевая, накид, накид, лицевая, накид. 1, 2, 3, 4 лицевых. 1, 2, 3, 4 лицевых. Далее 3 петли нужно провязать вместе. Вот как раз мы к ним подошли. 1, 2, 3. Чуть-чуть разворачиваю петельки в другую сторону и провязываю. Протягиваю нить через все 3 петли. 1, 2, 3, 4 лицевых. 1, 2, 3, 4 лицевых. Накид, лицевая, накид, накид, лицевая, накид. 2 лицевых. 1, 2. 2 петли вместе, наклоняем влево. Вот так вот. И заканчиваем ряд. Четвертый ряд провязываем снова изнаночными петлями. Мы в 5 ряду. В 5 ряду у нас появляется новое обозначение. Итак, снимаем кромочную, 4 лицевых, 1, 2, 3, 4. 2 петли вместе, наклон вправо. Хорошо. Вот мы провязали 2 петли вместе. А дальше у нас идет шишечка. Я знаю, что вы все умеете вязать разные шишечки крючками, спицами, какие угодно. Я для себя определилась, что вязать я буду шишечки спицами, и вязать я их буду по принципу 5 петель из одной. Вот смотрите, вот эти шишечки более крупные, мне они не очень нравятся. Я хочу их более аккуратные, как вот здесь и вот здесь вот. Они связаны спицами, и они не такие висячие, что ли, как вам сказать. Может быть, и крючком можно было их делать более мелкими, например, не 5 столбиков, а 4 столбика, шишечки провязать. Ну, в общем, будем сейчас делать так, как выбрала их делать для себя я. Вы делайте, как хотите. Итак, вот наша следующая петля. Это шишечка. Наша задача сейчас из одной петли сделать 5. 1, вторую делаем накидом. 3, накид 4 и 5. Вяжем свободненько. Вот я сделала 5 петель из одной. Разворачиваю работу. Провяжем все эти петли изнаночными. 1, 2, 3, 4, 5. Поворачиваем снова изделие.
Так. И теперь все эти 5 петель, вот они, нам нужно протянуть через них нить и снова вернуться к одной петельке. Вот так вот. Все, вот наша шишечка. Так, дальше у нас идет 2 лицевых. Лицевая 1, 2. Далее накид, лицевая, накид, накид, лицевая, накид. И у нас останется 3 петли лицевых. 1, 2, 3. Далее провязываем 3 петли вместе. 3 петли вместе. Далее снова 3 лицевых. Вяжем зеркальное отображение ряда. 3. Накид, лицевая, накид. Далее 2 лицевых и шишечка. 2 лицевых. Вяжем снова шишечку. Давайте вместе сделаем. 1, 2, 3, 4, 5. Разворачиваем. 1 вяжем изнаночными, 2, 3, 4, 5. Разворачиваем. Провязываем наши 5 петель как одну. Вот так вот. Шишечка готова. Потом она ляжет, примет свою форму. И провязываем 2 петли вместе. Наклон у нас будет влево. Все, заканчиваем ряд. 2, 3, 4, 5. 6-й ряд изнаночный. Вяжем. Мы с вами в 7-м ряду. Так. Снимаем первую петлю. 1, 2, 3, 4. Далее 2 вместе, наклон вправо. Дальше смотрим, у нас 1 лицевая, 1 лицевая. Вяжем шишечку. 1, 2, 3, 4, 5. Так, разворачиваем. Провязываем изнаночные петли. 1, 2, 3, 4, 5. Разворачиваемся. Провязываем все 5 как одну. Так. Вот так, шишечка готова. Вторая. Далее 2 лицевых. 2 лицевых. Далее накид, лицевая, накид. 2 лицевых. 2 лицевых. 3 вместе. 1, 2, 3. И в обратном направлении 2 вместе. Прошу прощения, 2 лицевых. 2 лицевых. Накид, лицевая, накид. 2 лицевых. 1, 2. Вяжем шишечку. 1, 2, 3, 4, 5. Один, 2, 3, 4, 5. Провязываем 5 петель как одну. Опа. Вот так вот. 1 лицевая и 2 вместе. 2
2 вместе, наклон делаем влево. Все, и заканчиваем ряд. 1, 2, 3, 4, 5. Так, вот что у нас получается. Нижнятина вот такая вот. Давайте теперь свяжем 9 ряд. Итак, 5 первых петель. 1, 2, 3, 4, 5. 2 петли вместе, наклон вправо. Так, наклон вправо. Дальше 2 лицевых, шишечка. 2 лицевых. Так, шишечка. 1, 2, 3, 4, 5. Разворачиваюсь. Вяжу изнаночные. 1, 2, 3, 4, 5. Разворачиваюсь. Провязываю 5 петель вместе. Как одну. Так, шишечка готова. Дальше 2 лицевых. 1, опа, опа, опа. 1, 2. Далее накид, лицевая, накид, лицевая. Накид, лицевая, накид, лицевая. И проверяем. Как раз мы подошли к 3 петелькам вместе. Вяжем 3 вместе. И в обратную сторону пойдем. Лицевая, накид, лицевая, накид. Лицевая, накид, лицевая, накид. Далее 2 лицевых. 2 лицевых. Здесь мы вяжем шишечку. 1, 2, 3, 4, 5. Разворачиваемся. Провязываем петли изнаночными. 1, 2, 3, 4, 5. Снова разворачиваемся. Провяжем 5 петель вместе как одну. Как одну. Хорошо. И после шишечки у нас 2 лицевых и 2 вместе. 2 лицевых и 2 вместе, наклон влево. Да? Да, здесь был вправо, здесь влево. Все, завершаем 5 петельками. 1, 2, 3, 4, 5. Так. Следующий ряд у нас 10, изнаночный. Вяжем. Я провязала изнаночный ряд. И давайте свяжем с вами вместе последний 11 ряд рисунка. Ну и 12 изнаночный, уже там сложности не возникнет. Давайте провяжем снова 5 петель вступительных. 1, 2, 3, 4, 5. Далее 2 петли вместе, наклон будет у нас вправо. Вправо. Дальше 1, 2, 3 лицевых, шишечка. 1, 2, 3. Шишечку вяжем. 1, 2, 3, 4, 5. Разворачиваемся. 1, 2, 3, 4, 5. Снова разворачиваемся. Так, вяжем как одну петлю. Так, хорошо. 2 лицевых, лицевая, лицевая, накид, лицевая, накид. Да, вот они. Накид, лицевая, накид. 3 петли вместе. Проверяем заодно себя. Сходится? Сходится у нас серединка. Снова накид, лицевая, накид. Вот они. 2 лицевые. 2 лицевые. Так, шишечка. 1, 2, 3, 4, 5. Разворачиваем шишечку. Провяжем ее изнаночными петлями. 1, 2, 3, 4, 5. Хорошо. 5 петель вместе. Так. 3 лицевых. 1,
2, 3 и 2 петли вместе, наклон будет у нас влево. И завершающие 5 петель. Все, и последний 12 ряд провяжите изнаночными петлями, и наш раппорт готов. Я закончила вязать первый раппорт. При желании можно сделать несколько раппортов, например, 3 раппорта в ширину, да, украсить переднюю часть кофты или по спинке, например, их расположить. Все, и дальше мы вяжем новый раппорт. Вот так вот это выглядит. Все, терпения вам, ровных петелек.